Время лечит раны, стирает память и хоронит тайны. Но в системе уголовного розыска есть папки, на которых не оседает пыль. Это дела, которые становятся личным вызовом для каждого оперативника. Дела, в которых кровь коллег смешана с грязными деньгами и предательством системы. Вы часто пишете в комментариях, почему главари мафии уходят от ответа, почему человек, на чьих руках кровь сотрудников правоохранительных органов, может спокойно ужинать в мишленовских ресторанах Москвы, улыбаясь в лицо тем, кто его ищет. Ответ жесток, но правдив. В нулевых годах правосудие имело ценник. Система продавалась оптом и в розницу. Можно было купить все, от свободы до статуса невидимки. Но любая эпоха, даже самая темная, имеет свой конец. Тонкая нить, которая тянулась долгих 18 лет, наконец-то оборвалась в Санкт-Петербурге. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России провели операцию, которая войдет в учебники криминалистики. В элитной квартире на набережной Макарова был взят 54-летний Юсиф Алиев. В криминальном мире он известен под другими именами: Юсуф, Юська Шамхорский, вор в законе, призрак, человек, находившийся в международном розыске с 2008 года. Сегодня на канале Crime Time.ru мы разберем одну из самых поразительных историй российского криминала. Мы расскажем, как дед Хасан раздавал воровские короны убийцам, находящимся в бегах, почему в 2009 году прокуроры отпустили киллера прямо из ресторана. И главное, как новая статья 210.1 навсегда сломала хребет криминальной гидре, превратив воровскую корону из символа власти в гарантированный билет в одиночную камеру. Чтобы понять масштаб фигуры Юськи Шамхорского, нужно отмотать время назад. 2008 год. Алиев объявляется в федеральный, а затем и в международный розыск. Статьи самые тяжелые. По данным следствия, за ним тянется шлейф жестоких преступлений, включая убийство 2 и более лиц. Но самое страшное в криминальном кодексе – это выбор жертвы. По предварительной информации оперативников, одной из жертв будущего законника был сотрудник милиции. Убийство правоохранителя – это переход красной линии. Это объявление войны государству. В любой цивилизованной стране после такого криминальный мир сам сдает убийцу, чтобы избежать тотальных зачисток. Человек, совершивший подобное, должен стать изгоем, крысой, загнанной в самый темный угол. Он должен был исчезнуть, сменить лицо, залечь на дно. Но в России конца нулевых логика работала иначе. Кровь на руках Юськи стала для него не приговором, а резюме. В это время на Олимпе российского преступного мира начинается тектонический сдвиг. Глобальная война 2 титанов. С одной стороны, могущественный клан Аслана Усаяна, он же дед Хасан. С другой – объединение Тариэла Аниани и Мираба Джандвиладзе. Летом 2008 года клан Аниани наносит дерзкий удар. Они арендуют теплоход на Пироговском водохранилище и проводят масштабную сходку. Это был открытый вызов Хасану, демонстрация силы. Ответ деда Хасана должен был быть сокрушительным. Ему срочно нужны были новые генералы, преданная армия, готовая на любые, даже самые грязные методы. Старые воровские традиции, запрещавшие короновать людей с сомнительной репутацией, были выброшены в мусорную корзину. Началась эпоха штамповки лояльных кадров. Спустя всего полгода после того, как Юсиф Алиев был объявлен в международный розыск за убийство милиционера, происходит немыслимое. При непосредственном участии легендарного япончика и под патронажем деда Хасана, находящийся в бегах Юська получает статус вора в законе. Это была массовая, беспрецедентная по своим масштабам коронация. Вместе с Юськой в семью вошли люди, чьи имена еще долго будут греметь в криминальных хрониках. Камчи, Сухоч, Гия Свердловский, Вадик Краснодарский, Зюзя и Осетрина-младший. Хасан бросил в топку войны все резервы. И Юська Шамхорский, получивший корону авансом, должен был эту корону отработать кровью. Статус вора в законе дал Юське чувство ложной неуязвимости. Он перестал прятаться как загнанный зверь и начал вести жизнь теневого хозяина жизни. Но оперативники Главное управление уголовного розыска МВД не спали. Для них поимка Алиева стала делом чести. Они шли по его следу
долгие месяцы, вычисляя связи, анализируя биллинги и работу наружного наблюдения. И вот март 2009 года. Москва. Элитный ресторан «Подсолнух». Юська назначает встречу на высшем уровне. За столом еще 3 азербайджанских вора в законе и влиятельный авторитет Теко Фараян. Обсуждаются сферы влияния, делятся финансовые потоки. В этот момент двери ресторана вылетают. Спецназ работает жестко и молниеносно. Авторитеты лежат лицом в дорогой паркет. Юська Шамхорский в наручниках. Сыщики праздновали победу. Международный террорист, убийца, неуловимый призрак деда Хасана наконец-то пойман с поличным в центре столицы. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Дальше допрос, суд, пожизненную. Но то, что произошло в ту же ночь, стало одной из самых позорных страниц в истории российской правоохранительной системы. Глухой ночью в отделение милиции и кабинеты следователей начинают поступать звонки сверху. Включается колоссальный административный и коррупционный ресурс клана Аслана Усаяна. Миллионы долларов, связи в высоких кабинетах, угрозы. И система ломается. Прокуратура принимает шокирующее решение – отпустить задержанного Юсифа Алиева. Без внятных объяснений, без подписок. Просто открыть двери камеры и выпустить человека, находящегося в международном розыске за убийство, на ночные улицы Москвы. Оперативники, рисковавшие жизнями при захвате, могли лишь бессильно сжимать кулаки, глядя, как смеющийся авторитет садится в тонированный «Мерседес» и растворяется в ночи. Это была абсолютная пощечина государству. Демонстрация того, что мафия сильнее закона. После этой ночи след Юськи простыл на долгие 15 лет. Как можно прятаться 18 лет в эпоху тотального цифрового контроля? Для рядового преступника это невозможно. Для генерала криминального мира это вопрос бюджета и дисциплины. Поддельные документы высочайшего качества, пластические операции, изменение внешности, жизнь через подставных лиц. Юська превратился в призрака. Он не пользовался мобильными телефонами, записанными на себя, не летал регулярными рейсами под своим именем. Шли годы. Криминальный ландшафт изменился до неузнаваемости. Дед Хасан был убит снайпером. Япончик скончался от ран. Таро отправился за решетку, а затем был депортирован. Закончилась эпоха кровопролитных войн. Но дело Юськи Шамхорского не было закрыто. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России нового поколения, вооруженные современными технологиями и базами данных, вели кропотливую ювелирную работу. Они восстанавливали оборванные связи 2009 года, изучали финансовые транзакции дальних родственников, анализировали перелеты доверенных лиц. По крупицам, по одному цифровому следу они сужали круг. И, наконец, капкан захлопнулся. Северная столица. Дом на набережной Макарова. На этот раз Юська не успел ни к кому обратиться. Не было ресторанных столиков, не было встреч с Фараяном. Утро застало 54-летнего беглеца врасплох. И самое главное, в этот раз звонков из прокуратуры не последовало. Система очистилась от тех, кто продавал закон в нулевых. Времена изменились, и изменились правила игры. Задержание Юсифа Алиева – это не просто закрытие старого гештальта оперативников. Это символ того, что ждет всю старую гвардию воров в законе. По словам источников, вдобавок к старому набору тяжких статей за убийство, Алиеву будет вменена главная бомба современного законодательства. Статья 210.1. Высшее положение в преступной иерархии. Многие скептики в комментариях часто пишут: «Да что эта статья дает? Как доказать статус? Это фикция». Но давайте посмотрим на факты. Посмотрим на тех, кто уже испытал новую реальность на себе. Оренбургский областной суд. На скамье подсудимых криминальный авторитет Заур Нахичеванский, он же Шипилов. Его история во многом похожа на историю тысяч других авторитетов. В 2013 году на территории Турции он получил статус вора в законе. Вернувшись, начал тихо управлять криминальной средой на территории области. Собирал общак, решал споры. Никаких заказных убийств своими руками, никаких кровавых разборок. Только управление и статус. Еще 10 лет назад он бы посмеялся следователю в лицо. «За статус не судят», — говорили они. Но суд поддержал позицию гособвинения. Приговор оказался разгромным. 9 лет лишения свободы. И не просто в колонии. Судья назначила беспрецедентно жесткий режим.
режим. Первые 2,5 года Заур проведет в тюрьме. Тюрьма — это самый строгий вид изоляции в России. Бетонный мешок без связи с внешним миром. Оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Плюс штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы после выхода. 9 лет тюрьмы и колонии просто за корону. Просто за то, кем ты являешься. Кейс Заура Нахичеванского — это судебный прецедент. Это каток, который сейчас пройдется по всем, кто носит воровские звезды. Юсиф Алиев бегал 18 лет. Он пережил своих покровителей — Хасана и Япончика. Он пережил тех прокуроров, которые продали его дело в 2009-м. Он думал, что перехитрил само время. Но время нельзя обмануть. Когда-то воровская корона была щитом, ключом от всех дверей и символом абсолютной власти. Дед Хасан раздавал их как боевые ордена. Но сегодня этот орден превратился в радиоактивную метку. Статья 210.1 сделала то, что не могли сделать пули конкурентов. Она сломала саму идеологию криминального мира. Корона больше не защищает. Корона — это приговор. И Юська Шамхорский, которому сначала предстоит ответить за старые убийства, а затем за свой статус, это прекрасно понимает. Эпоха неприкасаемых закончена. Добро пожаловать в легальный мир, где за каждое решение, даже принятое 18 лет назад, придется платить свободой. С вами был CrimeTime.ru. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые расследования. Ставьте лайк, если считаете, что статья 210.1 — это лучшее, что случилось с Уголовным кодексом за последние годы. И пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, станет следующим. До встречи!